Открытый кинотеатр, сели, включили, здесь собираются студенты, смотрят что-нибудь. У вас, по сути, классы — это как комнаты, то есть как классы, где общаются, это не типичные классы, это где вы сидите за партами. Смотрите, это класс. Сейчас проходит урок английского. Здесь есть комнаты, которые, самые классные, самые крутые. И вы их получаете не за деньги, а вы их получаете за учебу. Высоченные потолки. И вот это здание, это Myriad, это вообще большой резидентский билдинг, где живут студенты с разных учебных заведений. This is a dream come true. Right. PlayStation, cinema. Просто сумасшедше здесь все высаживают, обсаживают зеленью, делают дорожки. И если они делают это, то делают очень круто. Наверху, на крыше есть бассейны. Это как свой такой город со студентами. Съемочки у меня в Академик Сити. Я уже много раз снимал этот Академик Сити. Что это вообще такое? Наверное, уникальное такое место. Не только для Арабских Эмиратов, но и для мира. Если вдруг вы не смотрели мои выпуски дубайские, эмиратские, которых очень много. Это место напоминает небольшой городишко, скажем так. Ты заезжаешь сюда, проезжаешь через ворота, и здесь на этой территории находится общежития и корпуса различных университетов. Они взяли, сделали отдельную территорию, выделили ее под студентов, под учебные заведения и зафигачили кучу учебных заведений сюда. И вот здесь все в округе это учебные заведения. Вот там университет, там колледжи, короче, везде колледжи, университеты, студенческие резиденции, колледж, короче, все, что связано с учебой, вот это вот все здесь есть. То есть это как свой такой город со студентами. У меня сегодня вот съемки в школе. Yes. Hi, how are you, Bassel? Bassel, meeting you. nice to meet you. Nice meeting you. Первое место, которое мне показывает Базил, это игровая комната. Он говорит, я буду отходить, чтобы ты снимал. Вот так это все дело выглядит. Понятно, игровые зоны, аэрохоккей. Видите, вот такое разделение. Здесь играют, тоже играют, здесь сидят, здесь готовят. Кухня, но без плит, потому что очень часто бывает такая ситуация, что кто-то что-то жарит, готовит, и раньше в резиденциях это вообще было популярно, что везде запихивали плиты, и каждый день происходят какие-то алармы, и всех приходится выгонять на улицу, приезжают пожарники, смотрят, кто-то там забыл колбасу убрать с плиты, и как бы вот такие вот мелочи. Потом сейчас стали делать кухни без, собственно говоря, без плит. И вот это здание, это Myriad, это вообще большой резидентский билдинг, где живут студенты с разных учебных заведений. Так выглядит класс, ребята готовятся. Здесь одна зона, там сидят, готовятся, здесь готовятся тоже. В общем, тихо, не будем сильно шуметь, но так это все выглядит. So this is the English foundation class. So this is your school teacher? School teachers and students. But this is like very personal, yeah? It is, yeah. Классы, кабинеты очень отличаются от всего, что я видел раньше. Вот смотрите, то есть, да, у вас по сути классы, сейчас ребята занимаются, у вас по сути классы это как комнаты, классы, где общаются, это не типичные классы, это где вы сидите за партами. Вот, а у вас как в квартире, как в любой другой зоне здесь, где ребята как раз отдыхают, здесь то же самое. Смотрите, это класс. Разные возраста, разные программы в плане там кто-то готовится к университету, кто-то изучает английский язык. What subjects they can take? English, math, science, American geography, US history, and then electives, economics, business studies. They decide what they want to do.
программе есть два варианта, две опции. Есть дабл и есть сингл. Ребята и учатся, и живут здесь на одной территории. Вот так вот у вас карточки есть. Вы прислонили, вот написано карточка. И вот так вот выглядит у нас комната, сингл. Высоченные потолки, кровати, холодильник есть, стулья, большой, кстати, стол. Вот. Ну и, конечно, здесь есть зоны еще, где можно там отдыхать, ходить, гулять, но это все мы еще посмотрим. И у вас, пожалуйста, душевая и туалет. Все это здесь. И двойная, стандартная. Сразу же шкаф, заходим, холодильник больше, уже в 2 раза больше. 2 стола, 2 кровати. Вот. И Базил вот мне говорит сейчас, что здесь есть комнаты, которые, ну, типа, самые классные, самые крутые. И вы их получаете не за деньги, а вы их получаете за учебу. И эти комнаты, они даются самым студентам. То есть вы должны проучиться, вы должны доказать, что вы как бы классный студент. И потом вас могут поместить за ваши студенческие, академические заслуги вот в такую комнату. У вас, смотрите, комната сингл, у вас здесь есть дополнительная большая кроватка. Понятно, что это ну, как бы не хоромы там, да, огромные, но эта комната, она такая заапгрейденная. Здесь же находится кухня. Вот смотрите, kitchen. Она отдельно, она не в каждой комнате, она отдельно. Вот, и смотрите, как тоже это все дело выглядит. Очень классная кухня, своя барная стойка. Тоже, опять же, у вас футбол, телевизоры, все полностью оборудовано. Очень классно. Это вот помимо той игровой зоны, есть у вас еще одна кухня. Что здесь происходит? То есть как вообще меняется Дубай, как меняется вот этот Academic City за последние годы? Они очень сильно сейчас работают над инфраструктурой. То есть если раньше они брали там объекты, ну они и сейчас берут эти объекты, территории, там, допустим, начинают выстраивать. Сейчас, ну, были там объекты, многие из них были, ну, как бы такие, они немножко изолированы от всего. Сейчас они начинают их коннектить. Вот у меня брат родной здесь живет, и он живет в комьюнити, это такой коттеджный поселок. И от этого коттеджного поселка где-то километров, наверное, 20 до центра Дубая. Так вот сейчас я приехал, и они в этом году дотянули велодорожки до его комьюнити. То есть сейчас можно выехать просто из вот этого его коттеджного поселка, комьюнити, ну здесь они комьюнити, сообщество это все дело называют, выехать на своем велосипеде из дома и погнать. Вот. То есть представьте, да, там у вас трасса идет, и параллельно этой трассе идет велодорожка. Я вот их еще буду снимать. Здесь вот тоже, допустим, пустыня, да, вот похоже это на пустыню. Велодорожки. Есть у вас велосипед, выехали, катаетесь. Там дальше, отсюда не очень видно, стоят студенты. Приходят автобусы. То есть здесь ходят автобусы ездят в Дубай, автобусы возвращаются сюда в определенное разное время с разными номерами они. Вот. Либо вы как бы вообще никуда не едете, просто как бы здесь живете, учитесь. Я в постирочной комнате. Вот стоят у вас стиралки, стирают, сушат. И здесь, кстати, отсюда хорошо окошко на один из внутренних дворов. Покажу вам. Значит, смотрите, вот эта парковка, видите, внизу идет. Вот это вот все резидентское здание. Вот такая штука еще очень интересная тоже. Открытый кинотеатр. Сели, включили. Здесь собираются студенты, смотрят что-нибудь. Плюс здесь проводятся какие-то ивенты. Заходим в бистро. Прикольно сделали, смотрите. Как на сафари в Дубае. Советую, кстати, сделать сафари дубайский. Сейчас в библиотеку заходим, и также это как общественный центр и библиотека. Смотрите, какие классные диваны. Круто. Также здесь прям на кампусе, кстати, это очень важно, 24/7 супермаркет. Blue Mart называется.
Blue Mart, то есть можно взять сразу же какие-то продукты, никуда ехать не надо за 3-9 земель. Все вот здесь. Ну, как бы супермаркет, я не буду туда заходить, наверное, да? Или зайду? Давайте зайду. Я уже сказал, да, как меняется сейчас Дубай, да, и Эмираты в целом. Здесь они каждую пятилетку, каждую десятилетку делают вижены, план, будем говорить это так, видение на ближайшие там 10-15 лет. Так вот, есть определенный там Dubai Vision 2040 до 2040 года. Они планируют кучу всего тут развитого. И я делал у себя на канале, который по путешествиям у меня, Егор Еремеев, просто можно вбить, посмотреть. Я делал несколько обзоров на то, какие планы у Эмират и у Дубая быть, какими вот быть через 15 лет. Так вот, у них очень большое внимание уделяется всей вот этой вот эко-энергоэффективности, там, орошению земель, и они просто сумасшедше здесь все высаживают, обсаживают зеленью, делают дорожки. И если они делают это, то делают очень круто. Вот посмотрите, да, тоже высадили все цветочками, все засадили. Вот парк прямо перед университетом, парковая зона. Везде все значками обозначается, да. Я уверен, что вы встречались не раз с такими моментами, когда идешь и не понимаешь, куда тебе идти, куда тебе податься. Где знак? Куда? Где мне идти? Где там университет? Где школа? Где еще что-то? Где там парк? Да, и вы ходите и ищете, никаких обозначений. Вот здесь даже, вот смотрите, мы идем по вот этой территории, вот я иду, и прям на плитке, на вот этой, у вас, пожалуйста, указатели, фитнес-зона, мультиигровая зона, мячики, то есть вот как раз туда, там спортивные площадки. Все понятно, все четко. Посмотрите, как правильно делают дорожки, разными цветами у вас отделены. Понятно, где пешеход идет, понятно, где у вас едет велосипед. Дальше, вот эти все изгороди, между изгородями, вот так вот я подойду, сейчас сделаю вот это. Вот видите, даже шланги специальные для полива, вот так вот. Везде раз, два, три. И вот эта вот вся трава, она будет поливаться. Спортзал. Мы в Арабских Эмиратах, и здесь есть время, которое предназначено только для девушек в спортзале. Вот смотрите, сейчас стоит табличка Female Only. Время показывает, когда Female Only до 12 часов. Вот сейчас нам еще полчаса, у нас сейчас 11:30. А вот показано тоже, да, здесь, когда девочки, когда вместе могут заниматься. Короче, через полчаса мы можем прийти. Все чистят, все убирают, везде работают садовники, клинеры. This is a dream come true. PlayStation, cinema. Еще вот так покажу немножко со стороны. Здание учебного заведения, резиденции, вот где все находится. Вот смотрите, вот это здание, чтобы мы понимали, как это все устроено. Вот это здание, оно отсюда может быть казаться вот такое небольшое, но на самом деле оно большое. Оно большое, и оно состоит из 4 основных блоков. В одном из зданий у вас находятся комнаты непосредственно, где живут. В другом здании у вас вот эти игровые зоны, кухни и так далее. Дальше еще в одном из зданий у вас учебная зона, библиотека. Там же из внутреннего двора выход, вот где мы были, там игровые, там их несколько, да, игровых зон. И бассейны, значит, наверху, на крыше есть бассейны. 3, да? 3, по-моему, бассейна. Один из главных и гигантских проектов, которые они хотят сделать The Loop, так называемый. То есть они хотят вокруг всего Дубая
запустить, ну, что-то типа метро, но только для велосипедов. С системами кондиционирования, так, чтобы круглый год можно было ездить на велосипедах по Дубаю прежде всего. Да и по Арабским Эмиратам в целом, даже тут за Дубаем тоже делают, уже развивают всю эту велоинфраструктуру. Там будет кондиционеры, это к вопросу о том, а как же в жару кататься, да? Что там еще будет? Там же будут всякие зоны, общественные пространства, магазины. Плюс они хотят так, чтобы из любого района Дубая можно было на велосипеде добраться до работы. Понимаете, да?